вечерний зимний Иерусалим, вечно зеленые оливы, не мерзнущие анютины глазки, декоративная капуста, вызывающая у Ларисы восторг и умиление. В сочельник католического Рождества 24 декабря в центр Иерусалима к стенам старого города приходит немалое количество и израильтян, и туристов. Всех тех, кто хочет, а для многих семей это уже традиция, окунуться в рождественскую атмосферу этого дня. Улица, ведущая от новых ворот вглубь старого города, уже второй год в эти дни грустит, скучая по большой сверкающей елке, по ярмарке и украшениям, по запаху глинтвейна и веселой толпе. На площади у здания Нотр-Дама тоже скучно, елку там даже не установили. Заранее зная обо всем, мы идем туда, где рождественским традициям не изменяют. И куда же? Где это место? Узнали? Это здание ИМКИ, Международной ассоциации христианской молодежи. Поскольку деваться сегодня больше было некуда, то все ищущие праздника устремились именно сюда. В прошлом году исполнилось 100 лет с того дня, как в новогоднюю ночь благотворитель Джеймс Дарви внес $1 миллион на строительство здания в Иерусалиме. Идеи будущего, когда, по словам пророка Исаии, мечи перекуют на орала, ягненок будет жить рядом с волком, романтические идеи мира и братства для всех народов, когда прекратятся войны и люди обратятся к духовным идеалам. Идеи, которые сейчас нам кажутся практически неосуществимыми, 100 лет назад еще вдохновляли людей. Именно благодаря этим идеям и появилось здание ИМКИ в Иерусалиме. 13 апреля 1933 года комплекс был открыт. Здание ИМКИ – это не церковь, как можно подумать с первого взгляда, ведь есть в нем и колокольня, и купола. Молодежная ассоциация не имеет официальных связей с церковью, правительством и государством. Когда это движение появилось в Англии в 40-х годах 19 века, то занималось в основном созданием и поощрением спортивных мероприятий и организаций. Поэтому были здесь и теннисные корты, и стадион на 6000 мест, и бассейн, который работает до сих пор. До сих пор здесь проводятся музыкальные мероприятия, всевозможные фестивали, концерты, спектакли. Есть ресторан и гостиничные номера. Посмотрите на колокольню. Множество раз, как и сейчас, с ее вершины разносились звуки колоколов карильона. Это были и рождественские мелодии, и классические произведения, и израильские песни. Открыла его в 1933 году единственная в то время в Англии женщина-карильонист. Колокола карильонов не раскачивают. Звук появляется, когда приводят в движение языки колоколов при помощи пульта управления с клавиатурой, похожей на пианино. Для извлечения звука ударяет по рычагу клавиатуры ладонью или кулаком. Для более тяжелых колоколов есть несколько педалей.
Сегодня нам показалось, что звуки колоколов недостаточно громкие. Но это не удивительно, ведь нашему единственному иерусалимскому карелинисту, звонарю или, скажем, красивее мастеру колокольного звона 78 лет. Это почетный профессор клинической психологии Иерусалимского университета Габи Шефлер. Обучаться мастерству колокольного звона он начал, будучи еще студентом, и уже несколько десятков лет приводит в движение 35 колоколов Иерусалимского карельона. Хочется пожелать ему здоровья и долгих лет жизни. В веселой толпе нас узнали наши подписчики из Твери. Видео на память. Немножко засвечивает, ну хорошо. Ничего, не важно, встретились. У кареты даже выстроились очереди на фото. Может, мы опоздали, а может быть, просто Санта-Клаус к зданию Имки в этом году не пришел. Но это не помешало радостному настроению всех, кто посетил, можно сказать, единственную большую рождественскую елку Иерусалима. Глядя на эти радостные улыбающиеся лица, слыша иврит, русский, арабский, английский и другие языки, подумалось, что хотя бы на один день в году воплощается на этом маленьком кусочке Иерусалима возвышенные и, к сожалению, неосуществимые мечты о мире, любви и благоденствии всех народов. Огромный всем привет из Иерусалима!